Главным золотом на ярмарках Иркутска был сначала мех в 17-19 веках. Время летит, и натуральный мех, не утратив своей красоты, приятнее сидит на его исконных владельцах. А драгоценные иркутские ярмарки наполнились новыми самоцветными историями. Сибиряки 2 века подряд открывали месторождения самоцветов в 19-20 веках, но не стали бы они такими популярными, если бы не предприимчивые купцы и умельцы иркутские. Зеленые, синие, красные, золотые самоцветы запестрили на ярмарках города. Силу все камни имеют великую, природы сибирской, гор независимых, энергию стойкости. Можно знать о минералах иркутской земли, а можно и владеть ими, благо умельцы и добытчики сохранились. У одного такого Николая Зыкина даже 4-летний сын знает про наше сокровище все, а уж сам Николай ищет драгоценности с 6 лет. Он считает, что если вы гость города или жители его, приобретая минералы, вы приносите себе в дом силу и красоту сибирских гор, рек, Байкала. Кстати, апатиты слюдянские так и называют льдом Байкала за его изумрудный оттенок. Серафиниты с рисунком ангельских крыльев несут силу сохранения, защиты человека и его семьи. А кто находил пириты, веря, что это золото, глубоко ошибались. Золото дураков. Почему золото дураков? Потому что во все времена золотодобытчики, которые были малообразованы, находили и набивали этим минералом свои рюкзаки. На самом деле потом оказывалось так, что они просто тащили огромный вес, и ненужного совершенно для них минерала это оказывалось не золото, это пирит. Пирит, это показательно золото. То есть, если мы находим пирит, значит, надо искать глубже и лучше. Эти пириты, это вот эти образцы, найдены тоже в нашей области, как не было бы странно, на угольном карьере. То есть, при добыче угля очень часто они попадаются на больших глубинах. Этот минерал тоже в промышленности применяется. Есть разные истории мастеров горных дел, которые открывали миру красоту сибирских камней. Например, Григорий Пермикин, геолог, первооткрыватель месторождений лазурита на юге Байкала и нефрита в восточных Саянах. Месторождение лазурита он открыл в 1851 году. В России он только у нас есть, это лазурит. Есть еще в мире месторождение лазурита, это Афганистан, оно тоже всем известно, но это наш лазурит. Раньше из него делали природный краситель в дореволюционные времена и вообще, когда он был найден людьми, ляпис-лазурь. И еще один минерал заслуживает особенного внимания. Его открыли недалеко от реки Чара на границе Иркутской области и Якутии. Сначала в 1948 году его обнаружили, но не посчитали особенным. И лишь в 1960 году иркутские геологи Юрий и Вера Роговы открыли месторождение сиреневого минерала и позже дали ему название чароит по названию реки Чара из-за его чарующий цвет. А далее 15 лет потребовалось, чтобы доказать его уникальность. Сегодня все сувенирные магазины Иркутска предлагают изделия из него, а его первооткрывательница Вера Парфентьевна Рогова загадочно назвала чароит минералом 3-го тысячелетия. Возможно, потому, что в его месторождении продолжают открывать новые неизвестные миру камни. А возможно, что чароит – это философский, созерцательный, чарующий минерал релаксации, душевной чистоты, благоразумия. И именно эти качества станут самыми необходимыми в 3-м тысячелетии. За всю историю 20 века минералогия не знает ни одного вновь открытого минерала, который был бы найден в таких количествах, как чароит. Однако уже сейчас добыча этого минерала регламентируется, а стоимость увеличивается. Ни в одной точке мира не встретить камня такого яркого сиреневого цвета. Если вы иркутянин или гость города Иркутска, обязательно приобретите себе изделие из сибирских камней, которое расскажет вам свою самоцветную историю. Продолжение этой истории вы найдете в нашем документальном сериале. Всего в нескольких минутах каждой серии содержатся тайны сокрытой истории. Все ссылки в описании.